Однажды в Италии из окна 5-го этажа выпала женщина. Это лето, она лежит на нагретом солнцем асфальте. Стонет и говорит, что хочет жить. Ее отвозят в больницу, где после 6 часов отчаянной борьбы женщина все же умирает. Поскольку в момент падения вместе с жертвой в квартире были еще люди, прокуратура открывает дело об убийстве. А о том, кто и как его совершил, вы узнаете из этого видео. Однажды в Италии. Это случилось в Неаполе, в одном из дорогих жилых районов Вамейро. Здесь 9 июня 1983 года и родилась героиня нашей истории Арианна Фладжелло. Она вторая из 2 дочерей, старшую зовут Валентина, и сестры всегда были очень привязаны друг к другу. Когда Арианна была подростком, родители девочек развелись, но, как говорят, и с матерью, и с отцом у обеих сестер были прекрасные отношения. По характеру Арианна то, что итальянцы называют «соларе» – солнечная. Она общительна, дружелюбна, любит посмеяться и полна энергии. Заводила в каждой компании организатор лучших вечеринок в квартале, Арианна способна решить любую проблему и всегда пытается помочь всем, кому эта помощь понадобилась. Друзья даже зовут ее «девушка решений». Ее жизнерадостность заразительна, и со школьной скамьи она собирает вокруг себя много друзей, которых вовлекает во все свои тысячи затей. Она очень чувствительная, добрая и эмпатичная девушка, которая легко может поставить себя на место другого. Так что именно к ней подружки бегут за утешением, если личная жизнь дала трещину. Арианна всегда знает, что сказать и как поднять настроение пострадавшей. А еще она очень красивая девушка. У нее длинные темные волосы, большие карие глаза, полные жизни. С лица не сходит улыбка, так что ухажеров у Арианны хоть отбавляй. Еще в школе у нее был парень, но настоящую любовь она встречает в 18 лет. Ровно 9 июня 2001 года, в день рождения. Арианна с нетерпением ждет этого дня. С утра, как принято в Неаполе, в дом приносят цветы и открытки от друзей и родственников. А вечером все идут на праздник, организованный для сестры Валентиной. Там все друзья девушек, а среди них он, Марио Перотта, который, хотя Арианна об этом еще не знает, станет любовью всей ее жизни. Марио всего на несколько лет старше Арианны, но четко знает, чего хочет. Для начала получить эту веселую и солнечную девушку для себя и только для себя. Девушка, правда, занята, но Марио это не волнует, и начинается осада. Арианна, у которой уже есть парень, поначалу и слышать ничего не хочет. Но Марио настойчив. И к тому же красив. Светлые глаза, оливковая кожа, мощное телосложение. Девушкам нравится. Но сам он, как и положено прекрасному принцу, смотрит только на Арианну. И через некоторое время та поддается его ухаживаниям. Она бросает прежнюю любовь, начинает встречаться с новым претендентом и безумно в него влюбляется. Марио становится центром ее мира. Она видит в нем только хорошее и не замечает ни жесткого взгляда, который иногда появляется у ее обычно такого галантного кавалера, ни напряженности его улыбки, больше похожей на ухмылку. К тому же с Арианной Марио и впрямь прекрасный принц, нежный, ласковый. Он осыпает ее комплиментами и заставляет чувствовать себя красавицей и центром его вселенной. В общем, не парень, мечта. Арианна еще очень молода. У нее нет опыта, чтобы распознать за таким поведением классический лавбомбинг. Бомбардировку любовью, с помощью которой нарцисс привязывает к себе свою жертву. Да и не были в начале 2000-х так распространены знания об излюбленных тактиках нарциссов. Так что Марио кажется ей прекрасным, хоть и невезучим по жизни и потому очень нервным. У нее сразу же возникает желание его спасти, а у кого есть желание, для того найдутся и возможности. Марио легко предоставляет их Арианне, ведь жизнь у прекрасного принца не мед. Настолько не мед, что всего через несколько месяцев знакомства парень оказывается у Арианны в доме. Он поссорился с родителями, а больше идти ему некуда. Семья у Марио Перотты своеобразная и имеет довольно скромный достаток. Впрочем, откуда взяться тому достатку, если ни один из родителей, несмотря на относительно молодой возраст, не работает и никогда не работал?
Когда Марио встречает Арианну, ему только 20 лет, но он кажется намного старше. При этом юноша не закончил даже среднюю школу, предпочитая вместо учебы гонять на мотоцикле. Как и у родителей, у Марио нет постоянной работы, он перебивается случайными заработками. Впрочем, и подходящие случаи выпадают нечасто. То начальник дурак, то работа дурацкая. А если уж откровенно, Марио просто не хочется напрягаться. Так что, когда Арианна представляет парня родителям, они, мягко говоря, озадачены. Их дочь блестящая девушка. Любит учиться, путешествовать, что у нее общего с этим оболтусом. Но Арианна стоит за любимого горой. Марио не только любит ее безумно, он отличный парень. А если у него было трудное детство, так не он же в этом виноват. Арианна умеет быть убедительной. И, позволив дочери уговорить их, что она сделала правильный выбор, родители закрывают глаза на ее роман, так что отношения развиваются стремительно. Правда, не так, как обычно развиваются отношения с прекрасными принцами в сказках. После бомбежки любовью Марио начинает прощупывать почву для следующих шагов. Сначала он попросил у нее совсем немного денег, чтобы купить бензин. Арианна, которая каждую неделю получала от родителей небольшую сумму на карманные расходы, конечно же, дала. Дальше больше. Пицца на вынос, пиво, вечер в клубе. Постепенно карманные расходы Арианны превратились в карманные расходы Марио. Причем расходы эти стремительно растут. Того, что дают родители, не хватает, и Арианна за короткое время отдает любимому все свои небольшие сбережения. Но в том и состоит особенность нарциссов, что их потребности ненасытны. Просьбы Марио становятся все более настойчивыми и превращаются в настоящий эмоциональный шантаж. Если бы ты действительно любила, для меня бы ты сделала все. И Арианна, которая уже готова на все, чтобы ее ненаглядный был доволен, начинает придумывать поводы, чтобы получить для него денег от отца. Ну а Марио действует как по учебнику психиатрии. Он давно уже раскачивает Арианну на эмоциональных качелях, чередуя моменты полного безразличия и внезапные вспышки гнева с редкими порывами нежности. Ради этих моментов благополучия девушка согласна не только клянчить деньги у родителей. Она готова вывернуться наизнанку, лишь бы ее ненаглядный хоть на минутку снова стал таким, каким был в начале их отношений. Коготок увяз, всей птичке пропасть. И Арианна не замечает, что в эту трясину ее тащит уже не один только Марио. Они встречались всего год, когда у него родилась маленькая сестренка, ее тоже назвали Арианна. И Арианна-старшая даже не заметила, как оказалась обязанной давать деньги еще и для малышки. В минуты спокойствия Марио строит планы. О доме, который они обустроят вместе, о детях, которые у них будут. Это моменты, которые позволяют Арианне терпеть его обычное дурное настроение, и она забывает подумать о том, кто будет финансировать все эти замечательные проекты. Проходят годы, и в глазах друзей и родственников Марио и Арианна единое целое. И никто уже не сомневается, эти двое вместе навсегда. Но обороты набирает, увы, не привязанность и доверие. Все жестче становятся манипуляции Марио и зависимость от него Арианны. Большую часть времени она чувствует себя заброшенной, ведь ее парень даже не замечает ее. Он всегда рассеян, его взгляд всегда соскальзывает с Арианны на очередную витрину, он всегда занят чем-то другим. Но Арианна уже крепко запуталась в этих сетях. По окончанию старшей школы девушка поступила в университет на факультет иностранных языков, на котором училась с большим энтузиазмом. Но вместо того, чтобы порадоваться за любимую, Марио недоволен, ведь кто-то должен зарабатывать, чтобы оплачивать жизнь, к которой он привык. А родители Арианны все чаще задают вопросы, куда уходит то, что они дают дочери, если у нее никогда нет ни копейки даже заправить машину. Марио предлагает Арианне притормозить с учебой и начать искать работу, пока ты не встанешь на ноги. Арианна, как всегда, идет у него на поводу. Всего за несколько экзаменов до получения диплома оставляет университет и очень скоро находит хорошее место в издательстве с вполне приличной зарплатой. Арианна, кроме прекрасных человеческих качеств, обладает, как уже говорилось, блестящей способностью решать любую проблему. И на работе ее очень ценят. Ах, как же из-за этого разрывается на части воспаленное эго Перотты. С одной стороны, невозможно пережить успех подруги, который еще больше выпячивает его собственную никчемность. С другой, приходится терпеть,
потому что заработанные ею деньги идут на оплату хотелок, которых у самовлюбленного парня предостаточно. Иногда он водит по магазинам и свою девушку, но, как правило, результатом таких походов становятся обновки не для нее, а для Марио. Оплачивает которые, разумеется, Арианна, потому что у ее несчастного любимого нет ни гроша, и он не может себе позволить фирменных тряпок. Зато в конце таких прогулок Марио обычно доволен и улыбчив. И даже радует Арианну обещаниями: вот увидишь, когда у меня будет работа, ты будешь одета как королева. И, как под гипнозом, Арианна верит этим посулам, не задавая вопроса, когда уже. А зря, ведь если бы она задумалась над этим, то, возможно, увидела бы, что подходящей работы для Марио просто не существует. Не существует места, соответствующего его высоким требованиям. Чтоб не надо было вставать под будильник, было бы сколько угодно времени для себя, зарплата была бы высокой, работодатель мечтал бы осчастливить работника, по крайней мере такого, как Марио, а коллеги только и делали бы, что аплодировали ему. Но Арианна не замечает этого. Марио вызывает у нее нежность и жалость. И инстинкт спасателя не дает увидеть реальность такой, какая она есть. У парня нет никакого желания работать, и он присосался к ней, как пиявка. Марио никогда ничего не нравится, он вспыльчив и легко находит повод, чтобы уволиться. Предварительно, в обязательном порядке закатив Арианне скандал, чтобы заставить утешать, уговаривать и убеждать в том, что это все вокруг недостойно Марио, а не он ни на что не способен. И Арианна часами доказывает невинной жертве обстоятельств, что во всем виноват жестокий мир, который не хочет дать ему шанс в жизни. Что он, Марио, способный и умный, пусть даже никогда не учился и практически ничего не умеет делать, и что во всем виноваты работодатели, которые его не понимают и не видят в нем его огромный потенциал. В общем, Арианна всегда готова поднимать самооценку Марио, так же, как он всегда готов растоптать ее. Говорят, нарциссы живут, питаясь энергией своих жертв. Похоже, что они не могут получать эту энергию напрямую. Им обязательно надо обесценить человека, унизить его до такой степени, что он буквально превращается в бесформенную и безвольную жижу, на которой и произрастает этот с виду неядовитый цветок. До состояния такой вот кучи компоста Марио постепенно довел Арианну, изводя ее бесконечными упреками, придирками и уничижительными комментариями ко всему, что касается личности девушки. Или ее внешности. Стратегия манипуляции Перотты становится все более тонкой и жесткой. Он постоянно внушает Арианне, что та ужасна, толста, неряшлива. Если, что случается крайне редко, девушка решается примерить какое-то платье, он обычно смотрит на нее с притворным вниманием и, хорошо отыгрывая сочувствие, говорит ей, что у нее слишком много лишнего веса, чтобы позволить себе его надеть. Делает ей замечания по поводу макияжа, смеется над тем, как она ходит на каблуках. Говорит, что все ее подруги выглядят гораздо лучше нее и что на их фоне Арианна смотрится как 80-летняя старуха. Он, как отбойный молоток, долбит и долбит в самооценку Арианны, сантиметр за сантиметром превращая ее в труху. И добивается невозможного. Красавица Арианна, у которой отбоя не было от ухажеров, и у которой с легкостью получалось все, за что она не бралась, поверила в свою никчемность и позволяет Марио гнобить ее не только дома, но и в присутствии других людей. А публично унижать девушку ему необходимо, ведь расти, пусть даже только в собственных глазах, он может, лишь наслаждаясь своим превосходством и контролем над партнершей. Он не может позволить своей избраннице чувствовать себя особенной, его главная цель — превратить ее в кучу дерьма, на фоне которой, как ему кажется, он выглядит благоухающим цветком. Как и во всех историях таких манипуляций, Перотто со временем выжег землю вокруг Арианны. Запретил ей видеться со старыми подругами или даже просто пойти выпить кофе в торговом центре. Девушка может делать только то, что разрешит Марио, и общаться должна только с теми, кого назвал он. В числе разрешенных Марио из друзей и родственников Арианны осталась лишь ее мать, Анджиола. Просто потому, что она тоже мягкая и легко поддающаяся манипулированию женщина, к тому же регулярно дающая деньги на те расходы, которые не покрывает зарплата Арианны.
Психологическим давлением Марио не ограничивается, постепенно перейдя и к физическому насилию. Перотто частенько таскает Арианну за волосы, выдирая их. Дает ей пощечины, щипки, пинки. Всегда из-под тишка. А если при других, то под столом или дождавшись, пока присутствующие отвернутся или выйдут. Особых поводов, чтобы разозлиться Перотте, не надо, ведь, по его мнению, Арианна всегда ведет себя недостаточно хорошо. В истории этой пары есть крайне неприятный эпизод, настолько отвратительный, что о нем довольно сложно рассказать. Но он очень красноречиво показывает, что это были за отношения. Однажды во время отпуска вместе с двумя другими парами за ужином Арианна была особенно веселой и улыбчивой, а Перотто, соответственно, особенно раздраженным, и изводил подругу постоянными критическими замечаниями, указаниями и щипками под столом даже сильнее, чем обычно. Подруги утверждают, что Арианна выпила всего одну маленькую рюмочку рома и пьяной не была, но по каким-то причинам девушке стало плохо. Она извинилась и пошла в комнату. За ней сразу последовал Марио. Он наорал на подругу, потом друзья услышали звуки пощечины, крики Арианны «Не надо, мне больно», а потом Перотто вышел из комнаты, чтобы продемонстрировать всем присутствующим испачканные калом простыни. То ли Арианне было так плохо, то ли она настолько его боялась, то ли и то, и другое вместе. Друзья оторопели, они просто не понимали, что происходит и как на это реагировать. А торжествующий Марио, потрясая своим трофеем как победным флагом, заявил им, что именно так и надо обращаться с женщинами. Ему не то что не пришло в голову, что Арианне нужно помочь или хотя бы не афишировать происшедшее. Он считал, что ему реально есть чем гордиться, сообщая друзьям о случившемся конфузе, как о личном достижении. Увы, к этому моменту Арианна уже не в том состоянии, чтобы понять, что происходит, и бежать от такого счастья без оглядки. Ей кажется, все дело в том, что она ведет себя плохо и неправильно. А вот если она исправится, то и Марио будет таким, каким он был в самом начале их знакомства. Она искренне не понимает, что бы она ни делала, она всегда будет виноватой, потому что только сравняв ее с навозом, нарцисс хоть на какое-то мгновение почувствует себя на высоте. И она продолжает строить с ним жизнь и планы на совместное будущее, в которых у нее есть не только общий дом, но и дети. Арианна беременеет. Она очень рада тому, что станет матерью, и не замечает, что Марио совершенно равнодушен к происходящему. Семья Арианны отдает молодым квартиру, расположенную в том же доме, что живет мать девушки, только этажом выше. Делает там хороший ремонт. Семья Марио тоже вносит свою лепту. Они планируют переехать в ту же квартиру. Потом, правда, передумывают. Им удалось получить от Арианны деньги на переезд в отдельное жилье в том же достаточно дорогом квартале. Увы, больше с беременностью Арианны ничего не меняется, разве что к худшему. Милый друг продолжает сидеть на ее шее и изводить бесконечными придирками, невзирая на деликатное состояние женщины. Он все более мрачен, его вспышки гнева становятся настолько частыми, что Арианна боится оставаться с ним наедине, опасаясь за себя и ребенка. И в конце концов происходит вполне предсказуемое несчастье. У Арианны, опустошенной, грустной и совершенно обессиленной, беременность замирает. Когда у женщины появились выделения, они с Марио помчались в больницу, где УЗИ сообщила приговор. Сердцебиения нет. Арианна была в отчаянии, Марио в ярости. Обратно из больницы они ехали вместе с вездесущей свекровью. Несостоявшийся отец со злости теряет управление, съезжает с дороги и врезается в оказавшиеся рядом ворота. Никто не пострадал, но все в шоке. И Марио поступает как всегда. Он вызывает на помощь брата, который приезжает на мотоцикле, и парни преспокойно уезжают с места происшествия, бросив на адской июльской жаре женщин, одна из которых только что пережила моральную и физическую катастрофу. Сестра Арианны, Валентина, смогла приехать вызволить ее только через час, и она в полном недоумении, что могло заставить Марио так поступить. Но для Перотты ответ очевиден, он слишком разнервничался, и ему нужно было успокоиться, прийти в себя и отдохнуть. Валентину такое объяснение почему-то не удовлетворило, и она высказала Марио свое мнение о том, как должен вести себя мужчина в подобной ситуации. С этого момента в доме, принадлежащем ее семье,
Валентина была объявлена персоной нон-грата. Так Марио фактически изолировал Арианну от последнего человека, который имел на нее влияние, который был в состоянии увидеть, что происходит, и открыть жертве вампира глаза. Сама же Арианна послушно шла на поводу у своего мучителя, принимая как должное все, что он делал с ней. После истории с выкидышем Марио начал гнобить ее по новому поводу. Он не только не сочувствует подруге и не пытается ее поддержать, он обвиняет ее в том, что произошло, называя ни на что негодным контейнером. А Арианна немедленно бросается делать все возможные и невозможные анализы. Еще рано, сначала организм должен хоть как-то восстановиться, но она не может ждать. Она должна доказать ненаглядному, что способна родить ему наследника. Женщина не замечает, что ничего, кроме уничижительных комментариев в ее адрес по поводу неудачной первой беременности, от Марио нет. Ей кажется, что если она сможет подарить ему первенца, то все будет хорошо. К тому же она очень боится Марио расстроиться, если в ходе обследований вдруг выяснится, что дело в нем. Так что просит она заранее свою мать: в любом случае скажите ему, что дело во мне. А то он опять разозлится. Нам не понять эту логику, но Арианна уже в таком состоянии, что не видит. Марио разозлится в любом случае, и в любом случае виновата во всем будет она. Не видит даже, когда это случается прямо перед ее носом. Она снова беременеет, снова неудачно, и Марио снова обвиняет ее. И заодно всех ее подруг. Он считает, что кто-то из них Арианну проклял, заставляет выбросить из дома все изображения Мадонны и запрещает любые контакты с теми немногими, с кем они к тому времени еще сохранились. Ну а сам продолжает добивать несчастную женщину упреками и обвинениями в неспособности даже на такое простое дело, как родить ему ребенка. А Арианна продолжает все это проглатывать, не понимая, что ребенок нужен Марио только для того, чтобы накрепко привязать ее к себе. Точнее, даже не ее, а ее квартиру и деньги. Арианна совершенно измотана, из нее словно высосали жизнь. Она в буквальном смысле опустилась, перестала наряжаться, больше не красится, едва причесывается. Те, кто видит Арианну в последние 2 года ее жизни, говорят о ней как о совершенно потухшей женщине, которая больше не улыбается и в глазах которой постоянная тревога. Ей есть о чем тревожиться, она больше не справляется со все растущими денежными запросами Перотты и его семьи. Он давно перестал искать работу, и его единственное занятие – ставки, а его основное место пребывания – букмекерские конторы, где он регулярно просаживает сотни евро. При этом он имеет контроль над банковским счетом Арианны, и она не может скрыть от него для себя даже копейку. Ему совершенно наплевать, что деньги нужны, чтобы купить еду и оплатить счета, а не только на его прихоти. Ведь у Марио так много желаний. Несмотря на то, что не работает, он хочет в отпуск, хочет новую машину, плазменную панель во всю стену, дорогие шмотки, ужинать в ресторанах. Ну и, разумеется, на азартные игры тоже нужны деньги. Они должны всегда ждать его в ящике стола, 300 евро, не меньше. И когда однажды Марио их там не обнаружил, он пришел в такую ярость, что разгромил этот стол голыми руками. А еще деньги нужны матери Марио, Джузеппине, которая тоже умеет рассказывать о своих горестях и несчастьях и о том, что и в какой сумме должна ей невестка. Денег не хватает, и Арианна обращается к матери, единственной, с кем Марио еще позволяет ей разговаривать. Мало-помалу в карманы семейства Перотто перетекает все пособие, полученное женщиной при выходе на пенсию. Немалая сумма в несколько тысяч евро. Чтобы хоть на время успокоить ненасытного зятя, женщины берут кредиты. При этом каким-то образом Арианне всегда удается оправдывать его. Сестра Валентина утверждает, что их мать Анжеола – женщина, легко поддающаяся чужому влиянию. А если бы о том, что происходит, узнали они с отцом, Марио было бы не сдобровать. Ну, видимо, поэтому они об этом и не узнали почти до самого конца, который, впрочем, уже достаточно близок. Арианна и Марио были вместе 12 лет, и к концу этого срока от женщины не осталось уже ничего. Не только от той жизнерадостной и энергичной девчонки, которой она была, но вообще от человека, который способен думать и принимать решения. Арианну можно описать теперь всего одним словом – тревога.
Вся она воплощенная и постоянная тревога о том, что не сможет удовлетворить все возрастающие денежные запросы милого друга. И в конце концов так и происходит. Да и могло ли быть по-другому? На этот раз Марио нужны 20 тысяч евро. Он устал и хочет как следует отдохнуть. Арианна обращается к матери, та, чтобы помочь дочери, готова даже продавать мебель из квартиры. Но 20 тысяч деньги немалые, и они вновь обращаются за кредитом. Его не дают, и больше взять денег им негде. Арианна в панике, она не знает, как сказать Марио, что эта сумма, которую он уже мысленно потратил, никогда не придет. И она отчаянно и бестолково врет, что деньги будут в августе, надо только немного подождать, хотя ни малейшего представления о том, как их раздобыть, у нее нет. Приближается август, и чем больше проходит времени, тем сильнее сжимается все внутри у Арианны. Она словно в тисках тревоги и не может думать ни о чем, кроме того, где взять эти распроклятые деньги, несмотря на то, что вопрос этот не имеет ответа. Развязка наступает 19 августа 2015 года. В это утро Арианна, так же как и всегда, собирается в офис, а Марио тоже примерно как всегда на море. Арианна очень нервничает. Ее начальник рассказывал потом, что в последнее время она гораздо хуже работала, а в тот злополучный день была очень взволнована и все время разговаривала по телефону. Девушка позвонила матери. «Мама, он как сумасшедший. Он увидел, что деньги не пришли. Он сказал, что сейчас придет сюда на работу и устроит сцену». При этом она умалчивает о сообщениях, которыми ее бомбит в это время Марио. Он ставит ей ультиматум и угрожает расправой и ей, и матери. Но инстинкт самосохранения Арианны уже полностью отключен. Самое главное для нее – убедить своего мучителя в том, что она способна удовлетворить любое его желание и обязательно сделает это. Она пишет ему бессвязные смски: «Жизнь моя, умоляю тебя. Нет, прошу тебя, люблю. Я дрожу, я не могу ничего сделать, прошу тебя». И вместо того, чтобы бежать как можно дальше, бежит прямо к нему. В 2 часа дня девушка выходит из офиса. Но вместо того, чтобы, как советует ей Марио, спасаться, она направляется прямо к нему. Ей кажется, что она сможет уговорить его, и все опять станет нормальным. Точнее, тем, что она считает нормой. Она добирается до дома, где живет с Марио, но вместо того, чтобы пойти к себе, сначала звонит в квартиру матери этажом ниже. Арианна вне себя от волнения, мать пытается понять причины такой тревоги, и девушка признается ей. Она сказала Марио, что деньги придут сегодня. Анжеола в недоумении, как могла дочь пообещать зятю такую сумму. Но Арианна уже не может ничего объяснить не только матери, но и даже самой себе. Она просто обезумела от ужаса, что ее царь и бог снова будет недоволен и снова будет ее мучить. Она показывает матери серию сообщений, которые Марио отправил ей незадолго до этого. Сообщения с угрозами в духе «Я возвращаюсь, тебе лучше бежать». И Арианна ни секунды не сомневается, он не шутит. Марио понял, что денег никогда не увидит, и он в ярости. Около 14:20 к дому подъезжает Пиротто, причем не один, а со своей матерью. Вместе они поднимаются в квартиру Анжеолы, где находится Арианна. Когда Марио входит в дом тещи, его взгляд полон ярости. Арианна в ужасе, и как будто они и вправду совершили преступление, пытается оправдать хотя бы мать. «Моя мама сожалеет о деньгах. Правда, что ты сожалеешь, мама?» В ответ Марио хватает Арианну за руку и тащит ее вверх по лестнице. Анжеола с криком бежит за дочерью, поднимается на лифте. Однако ее не впускают в квартиру. И она спускается обратно к себе, не понимая, что происходит, и не зная, что делать. Марио, как только они оказываются в квартире, замечу, не одни, а с его матерью Джузеппиной, набрасывается на Арианну. Соседи и ее мать слышат крики. А потом Арианна падает с балкона 5-го этажа на асфальт и тихо стонет, что хочет жить. Вокруг собираются люди, кто-то вызывает скорую, Арианну отвозят в больницу. В те немногие минуты, когда она в сознании, женщина говорит только одно: «Я не хочу умирать». Но, увы, состояние безнадежное, и после 6 часов агонии Арианны Фладжелло не стало. Ее смерть шокирует всех, и все задаются вопросом, действительно ли Арианна бросилась вниз, или ее сбросили, ведь незадолго до падения пара ссорилась. Защищаясь, Пиротто скажет, что в момент, когда Арианна выбросилась из окна их квартиры, они не были вместе.
По его версии, в этот момент девушка осталась одна, потому что и он, и его мать были заняты спором с матерью Арианны, которая поднялась наверх и во что бы то ни стало хотела войти. Именно в этот момент, по словам Марио, все и случилось. Мужчина же только услышал грохот железа, прибежал на шум, выглянул из окна кухни и увидел Арианну уже на земле. Версия Анжиолы, однако, отличается. Она утверждает, что поднялась на лифте на этаж к молодым, пыталась войти, но была выброшена зятем вон. И что если бы он действительно оставил ее и побежал к окну, то она побежала бы следом за ним, ведь у нее были ключи. Так что получается, что когда девушка выпала из окна, Марио и его мать не были заняты никем другим, кроме Арианны. А если нет, то возникает резонный вопрос: чем же они тогда были заняты? Вопрос не праздный, особенно учитывая, что и мать Арианны, и соседи говорят, что слышали крики девушки. Причем кричала она что-то вроде: «Если ты не прекратишь, то я сейчас выброшусь отсюда». А Марио отвечал, что он выбросит ее сам. Есть странные следы на теле Арианны, которые не могли возникнуть при падении. Царапины и синяки на лице, синяки на руках. Но так или иначе, никаких прямых доказательств против Марио Перотты не было. Ведь девушка никому не рассказывала о том, через что она проходила каждый день жизни с ним. Однако свидетели все же нашлись, и прежде всего телефон Арианны. Перотта заставлял ее удалять все сообщения, но то, что было отправлено в последние дни, сохранилось. Когда Марио тащил девушку из квартиры ее матери к себе, он прихватил ее сумку. Но телефон выпал и незамеченный остался на диване. Из сообщений на телефоне и стало известно о том, как любимый и предполагаемый отец будущих детей угрожал девушке и вымогал у нее деньги. А потом подтянулись друзья Марио, перед которыми он так гордился тем, что умеет правильно обращаться с женщинами, и рассказали, как именно он это делал. Кто-то видел щипок, кто-то пинок, кто-то слышал, как он издевался над ней, оскорблял и унижал. И слово за слово перед следователями разверзлась вся бездна ужасов, в которой Перотта утопила Арианну. Марио, правда, все отрицал, заявляя, что друзья слышали вовсе не пощечины, а как он аплодировал Арианне за то, что та напилась. Но даже если бы суд поверил в это, куда деваться от грязного эпизода с грязной простыней? А еще, выгораживая себя, Марио заявил, что Арианна всегда была в депрессии, и виновата в этом была ее семья. Чем окончательно себя закопал, ведь если он так обращался с девушкой, зная, что она в депрессии, то что это, как недоведение до самоубийства? Да и после смерти подруги, с которой был вместе 12 лет, Марио вел себя, мягко говоря, странно. Вечером того же дня тусил в баре с друзьями. Он скажет, что те просто хотели отвлечь его, но потом выяснится, что Марио не только особенно не грустил, но и нашел в себе силы поговорить с приятелем. И предложить ему заявить в полиции, будто в момент падения тот как раз проходил мимо по улице. И видел, как Арианна выбросилась из окна сама, что опять-таки наводит на подозрение, а не помог ли он ей. Суд не стал особо разбираться, видел ли Перотта момент падения, толкал ли он Арианну или просто не мешал ей. Судьи и прокуроры всех инстанций, кстати, все мужчины, были единодушны. Арианну привел к гибели Марио Перотта. Пусть даже он не толкнул ее из окна рукой, он подталкивал ее туда на протяжении всех 12 лет отношений, превращая ее из полного энергии человека в лишенную воли и способности думать питательную массу. Надо сказать, и сам Марио сделал немало, чтобы настроить суд против себя. Он держался уверенно, даже вызывающе. И не демонстрируя ни капли сострадания или сожаления о гибели подруги, с которой собирался завести детей, говорил только об одном – что он прекрасный человек и всегда хорошо обращался с Арианной, даже когда она этого совершенно не заслуживала. Согласно приговору, Арианна бросилась из окна по собственной воле. Но ее подтолкнуло к этому состояние отчаяния, вызванное партнером и его постоянным жестоким обращением. По мнению судей, он полностью осознавал состояние крайней хрупкости и настоящего ужаса, до которого довел девушку своим поведением абсолютно бесчувственным, и этот акт был вполне предсказуем. В 2020 году Марио Перотта в окончательной редакции решения суда был приговорен к 19 годам лишения свободы. Срок вполне сопоставимый с тем, который он получил бы, если бы было доказано, что он вытолкнул Арианну из окна физически. Это уникальный случай, когда подстрекательство к самоубийству было признано и наказано таким показательным образом.
Несомненно, такой суровый приговор был вынесен в назидание всем тем, увы, многочисленным нарциссам, которые ежедневно изводят своих жертв, лишая их сначала воли к сопротивлению, потом самооценки и способности критически оценивать происходящее, а потом остатков жизненной энергии и нередко самой жизни. В этом видео очень подробно рассказано, через что проходила Арианна день за днем. Возможно, кому-то такая детальность покажется излишней. Но если, посмотрев его, хоть один человек задумается, не является ли он жертвой подобной манипуляции, значит, история рассказана не напрасно. И если в какой-то момент вы почувствуете, что ваша жизнь превращается в удобрение для роста и цветения кого-то другого, вспомните, что случилось с Арианной Фладжелло. Однажды в Италии.